Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в выпуске французская верфь Boreal и одна из 6 ее моделей Boreal 47 Mark II. Это Pilot House или Deck Salon, алюминиевая парусная яхта длиной 14,36 метра с тремя каютами, качающимся швертом и осадкой 2,48 метра. Дизайн классический. Парусная яхта Boreal 47 Mark II выпускается верфью с 2020 года. Кстати, бореальный означает относящийся к странам умеренного климата северного полушария. Основателем компании Boreal является Жан-Франсуа Дельвуа. Все началось с кругосветного путешествия, которое длилось 6 лет. Жан-Франсуа, его жена и их 4 детей обошли весь мир на 12-метровой яхте, которую он построил в своем саду. Апофеозом этого долгого путешествия от Средиземного моря до Кабо-Верде, от Бразилии до Аргентины, несомненно, стали 2 года, проведенные в блужданиях по каналам Патагонии. На протяжении всех этих 6 лет Жан-Франсуа задавал себе и встреченным им морякам вопрос: чего не хватает вашей лодке, чтобы стать лучшей яхтой в мире? Вернувшись домой, Дельвуа решил использовать опыт и спроектировать идеальную лодку для будущего путешествия. Так, в 2005 году появилась компания Boreal. Я хотел построить прочную, универсальную, удобную в море и на якоре, быструю, простую в использовании и обслуживании лодку, которая позволяет вам чувствовать себя непринужденно и в гавани Каоса, и в полинезийских лагунах, и в Антарктике, сказал Жан-Франсуа Дельвуа. Первоначальный замысел строить и снова плавать по океанам не сбылся. Первые 2 яхты нового бренда были проданы еще на стадии проектирования. Одна из первых, Boreal 44, досталась Жану-Франсуа Эмону, с которым Дельвуа познакомился за пару лет перед этим на понтоне в Ушуайе. В 2010 году Эмон присоединился к Boreal в качестве коммерческого директора, а Дельвуа сосредоточился на разработке проектов. Жан-Франсуа Эмон работал на крупнейших парусных соревнованиях в мире и через свои компании вывел в море более 50 тысяч человек. Он совершил свое первое долгое путешествие еще в конце учебы на борту 18-футовой яхты. В Boreal он всегда заботится о клиентах и поддерживает их проекты. Сегодня Boreal производит 6 моделей яхт от 44 до 70 футов. Это Boreal 44 Mark II, 47 Mark II, 52, 55, 55 OC и 70. Верфь получила признание. Boreal 44 получил звание лучшей лодки 2010 года во Франции. Boreal 52 была названа европейской яхтой 2015 года в категории Blue Water Cruiser. В 2018 году Boreal 47 была признана лучшей на Annapolis Boat Show. В 2020 году Boreal 47 Mark II выиграл специальный приз жюри конкурса «Парусник года 2020-2021» журнала Welle. В 2021 году Boreal 47 Mark II официально получил награду «Европейская яхта года 2021» в категории Blue Water Cruiser. Как всегда, напоминаю, что на канале «Идеальный круизер» мы анализируем техпараметры разных яхт и для наглядности и лучшего понимания сравниваем их с математической моделью идеального круизера Джона Холтропа. Это дает нам возможность, опираясь на цифры, оценивать рассматриваемые модели яхт с точки зрения конструкторского замысла и сферы оптимального их использования. Думаю, многие задавали себе вопрос, можно ли по техническим параметрам парусной яхты понять, что закладывал в нее конструктор, для чего эта лодка подходит лучше всего и какого поведения от нее можно ожидать. На все эти вопросы вы найдете ответы на канале «Идеальный круизер». Итак, Boreal 47 Mark II. Первая яхта была выпущена в 2020 году. Материал корпуса и палубы – алюминий. CE-класс A Ocean. Тип оснастки – шлюп. Лодка имеет длинный киль в виде скега шириной 80 см, который является одновременно местом, куда убирается шверт, содержит в себе свинцовый балласт и цистерну, а также является прочной основой, на которой лодка может встать на грунт. Обшивка корпуса. Килевая пластина 10 мм, нижняя пластина 8 мм, скула, нижний и средний пояс 6 мм, верхний пояс 5 мм.
Палуба, крыша, кокпит 4,5 мм. Транец 6 мм. Теплоизоляция экструдированный пенополистирол толщиной 60 мм и 80 мм по корпусу над ватерлинией. Качающийся профильный шверт NACA. Якорный брашпиль установлен под палубой прямо перед мачтой. Engine Volvo Penta 50 лошадиных сил или Engine Volvo Penta 60 лошадиных сил или 75, или Yanmar 57 или 80 лошадиных сил опционально. На борту два штурвала, хотя перо руля только одно. Все элементы такелажа выведены к одной центральной лебедке. По сравнению с Boreal 47, потолки в каютах этой модели заметно выше. Подобные изменения коснулись в том числе защищенного козырьком крыши места штурмана у входа на нижнюю палубу. Проходу из этой зоны на корму к штурвалам ничего не мешает. На RFI уверяют, на этой лодке можно безопасно отправиться в путешествие хоть на край света. Причем благодаря продуманной и лаконичной планировке палубы сделать это может даже неполный экипаж. Емкости. Объем бака для воды 635 литров в двух баках. Объем топливного бака 635 литров. Емкости расположены в киле. Стоимость базовой модели, исключая ВАТ, 542 тысячи евро. Основные размерности. Длина корпуса по палубе 47,11 фута. Длина корпуса по КВЛ 41,77 фута. Ширина корпуса максимальная 14,4 фута. Осадка минимальная 3,35 фута. Осадка максимальная 8,14 фута. Водоизмещение 30 098,25 фунта. Площадь парусности 1076,39 квадратных фута. На индикаторе, как и всегда, зеленая зона – это значение, соответствующее значениям для идеального круизера. Левый зеленый флаг – минимальное значение эталона. Правый зеленый флаг – максимальное значение эталона. Прогресс отображает значение показателя на индикаторе. Цифра справа – значение показателя. Первый расчетный показатель – фактор энерговооруженности. Чем легче судно и чем больше площадь парусности, тем выше этот показатель. Для Boreal 47 Mark II значение фактора энерговооруженности равно 17,87. Это больше эталонного значения. Добавим плюс к условному драйву. Следующий показатель – фактор водоизмещения. По своей сути показывает отношение водоизмещения к длине яхты с учетом коэффициентов. Значение 184,37 значительно меньше, чем у эталона. Лодка относительно легкая для своей длины. Это общая тенденция современных проектов. Добавим плюс к условному драйву. Фактор комфортности. Чем больше значение этого показателя, тем мягче и комфортнее лодка движется в море. Для Boreal 47 Mark II значение равно 30,75. Это чуть-чуть меньше, чем у эталона. Это плюс к условному драйву. Риск опрокидывания. Критическим считается значение 2 единицы. На индикаторе это значение помечено красным флажком. Значения меньше 2 считаются хорошими. В нашем случае значение равно 1,79. Это хорошее значение, хотя и превышает эталонное. Плюс к условному драйву. Фактор балласта. Рассчитывается как отношение веса балласта к водоизмещению и является одним из показателей устойчивости. Значение 0,28 значительно меньше эталонного. В данном случае предпочтение отдано устойчивости формы, что вполне понятно, так как это лодка со швертом. Добавим плюс к условному драйву. Стройность корпуса. Рассчитывается как отношение максимальной длины корпуса к его ширине и характеризует относительную ширину корпуса. Для крейсеров более характерны умеренно стройные, то есть не узкие и не слишком широкие корпуса. Для Boreal 47 Mark II значение равно 3,27. Значение равно крайнему значению зеленого диапазона со стороны более широких корпусов, то есть корпус как раз таки умеренно стройный. Это плюс к условному комфорту.
Проектная скорость корпуса для водоизмещающего судна зависит от длины корпуса по ватерлинии. Обычно определяется как максимальная скорость, развиваемая водоизмещающим судном при разумной мощности 2-3 лошадиные силы на тонну. В нашем случае скорость корпуса равна 8,66 узла. Это намного больше, чем у идеального круизера. Плюс к условному драйву. Фактор скорости. Для лодок со значительной парусностью и небольшим водоизмещением фактор скорости больше единицы. Для имеющих недостаточную площадь парусов или излишне тяжелых лодок он меньше единицы. Для Boreal 47 Mark II значение равно 1,9. Это больше эталонного значения и говорит о том, что лодка довольно быстрая и динамичная. Конечно, это плюс к условному драйву. Момент инерции. Чем выше значение момента инерции, тем выше сопротивление раскачивающим усилиям. Для нашей лодки значение равно 1 821 157,8 фунта на фут в квадрате. Значение соответствует эталону. И это еще один плюс к условному комфорту. Период бортовой качки. Чем устойчивее судно, тем меньше у него период бортовой качки. У валких судов большой период бортовой качки, у устойчивых малый. В нашем случае период равен 3,56 секунды. Значение меньше, чем у эталона. Добавим плюс к условному драйву. Показатель устойчивости. Остойчивыми считаются лодки со значением до единицы, валкими со значением более 1,5 единиц. Значение 0,81 меньше эталонного и говорит о том, что лодка остойчивая. Плюс к условному драйву. Ускорение бортовой качки. Значение до 0,06 G – это значение, практически не оказывающее влияния на человека. Свыше 0,06 G считается нежелательным для крейсерских яхт. Свыше 0,1 G начинается недомогание. Уровень свыше 0,18 G считается недопустимым. Для Boreal 47 Mark II значение ускорения бортовой качки равно 0,1 G. Это хорошее значение. Плюс к условному комфорту. Подведем итог по Boreal 47 Mark II. Как мы видим, шкала Comfort Drive в нижнем левом углу почти полностью желтая. Это значит, что лодка быстрая, динамичная и имеет энергичный характер. В то же время значения фактора комфортности, стройности корпуса, момента инерции, периода бортовой качки и ускорения бортовой качки очень-очень близки к значениям круизера. Отдельно можно сказать про фактор риска опрокидывания. Оно также очень хорошее и очень близко к значениям, характерным для круизеров. Например, вряд ли возможно найти масс-маркет лодку с таким низким значением риска опрокидывания. У масс-маркета значение риска опрокидывания намного выше. Итак, в итоге мы имеем быстрый и комфортный круизер. Круизер, который реально похож на хорошую экспедиционную яхту. Особенно с учетом возможности опциональной установки более мощного двигателя. Хардтоп с поручнями, теплоизоляция корпуса, прочный корпус, якорная лебедка у мачты, что позволяет использовать ее для погрузочных работ, раздельные зоны для работы и отдыха, возможность близко подходить к берегу, вставать на грунт и другие особенности лодки позволяют говорить о ней как о хорошей экспедиционной лодке. Итак, Boreal 47 Mark II набирает 8,42 балла и занимает 15 место в рейтинге «Идеальный круизер», уступив Garcia Exploration 45 и потеснив Moody Dexalon 41. Хочу обратить ваше внимание на то, что данный рейтинг не говорит о том, что какая-то лодка хуже, а какая-то лучше. Этот рейтинг показывает то, насколько та или иная лодка соответствует концепции идеального круизера Джона Холтропа. Данная концепция дает предпочтение яхтам длиной от 36,5 до 45,5 футов и предназначенной для управления малым экипажем, например, семейной парой. Итак, на первой странице рейтинга Halbert Classic 42F Mark II, Pacific Seacraft Krylok 44, Island Packet 40, Colvik Victor 40, Trintella 4, Sirius 40 DS Twin Kill, Cherubini 44 Ketch, Nautica 40, Trintella 57A, Amel Super Maramu 2000.
На второй странице шхуна Cherubini 48, Хабер 34C4, Halber Crassis 47, Garcia Exploration 45, Boreal 47 Mark II, Moody Exalon 41, Bavaria 42, Trintella 5, CNC 35 Mark I, Northaven 56 MS. Благодарю зрителя канала Biggest Benny за предложение рассказать о Boreal 47 Mark II. В следующих выпусках мы с вами продолжим знакомиться как с классическими моделями, так и с современными. Несколько следующих выпусков также будут подготовлены по предложению зрителей канала. Не пропустите. Подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик. Если вас интересует какая-то лодка, напишите в комментариях, и я подготовлю выпуск по интересующей вас модели. Спасибо за внимание. До новых встреч на канале Идеальный круизер.